Сегодня я приготовлю потрясающий шоколадный десерт всего из нескольких простых ингредиентов. Никакой муки и сахара, ни капли масла. Для начала берем 2 спелых банана. Чем спелее бананы, тем слаще получится десерт. Очищаем их и нарезаем на кусочки. Теперь разминаем вилкой до состояния пюре. Добавляем 2 яйца и хорошо перемешиваем. Теперь беру 5 овсяных хлебцов и прям руками ломаю их на небольшие кусочки в миску. Многие удивляются, зачем здесь хлебцы, но именно они впитывают лишнюю влагу бананов и делают тесто плотным без грамма муки. Перемешиваю и оставляю буквально на минуту, чтобы хлебцы впитали часть влаги и стали мягче. Грецкие орехи ломаю руками на небольшие кусочки и слегка придавливаю пальцами. Так они становятся ароматнее и выделяют натуральное масло. Теперь очередь какао. Сначала добавляю 1 столовую ложку и тщательно перемешиваю. Уже выглядит аппетитно. Затем добавляю 2-ю ложку какао и снова хорошо перемешиваю. Масса получается густой, ароматной и очень красивой. Застилаем противень пергаментом, берем ложку и выкладываем тесто небольшими горками. Формировать идеально ничего не нужно. В этом рецепте легкая небрежность даже выглядит красиво. Сверху посыпаем каждую заготовку измельченными орехами. Отправляю в разогретую духовку примерно на 7-10 минут. Достаем из духовки и даем немного остыть. Посмотрите, какая красота получилась! Мягкое шоколадное печенье с бананом и орехами без муки и лишних ингредиентов. Если вам нравятся простые десерты из доступных продуктов, напишите в комментариях, готовили ли вы что-то подобное раньше. Приятного аппетита! Сегодня я готовлю невероятно интересный и очень полезный десерт, в котором всего 190 калорий. Нам не потребуется ни грамма муки, ни единой крупинки сахара. Берем 1 очень спелый банан. Очищаем его. Нарежьте на произвольные кусочки. Разминаем вилкой в однородную кашицу. Следом вбиваем 1 яйцо и хорошо перемешиваем. Теперь добавим 2 столовые ложки обычной холодной воды, ложку ароматного какао и пол чайной ложки разрыхлителя. Берем 5 рисовых хлебцев, подойдут любые, что есть у вас дома, и разламываем их руками. Нам нужны именно кусочки, а не мука. Так у торта будет очень интересная необычная текстура.
Аккуратно соединяем хлебцы с шоколадной смесью. Горсть ваших любимых орехов, грецкий фундук или миндаль, порубите ножом. Добавьте их в смесь. Жаропрочную форму смазываем каплей масла. Дно застилаем пергаментом. Так наш красавец легко выпрыгнет из формы. Перекладываем массу. Разравниваем. И отправляем в микроволновку на 3-4 минуты на максимальную мощность. Смотрите, какой красавец у нас получился. Это невероятно вкусно и совсем не вредит фигуре. Обязательно попробуйте приготовить. Подписывайтесь на канал, я очень жду ваши лайки и комментарии. Приятного аппетита! Сегодня я приготовлю очень необычный и полезный завтрак всего из 4 ингредиентов. Здесь нет ни грамма муки, ни единой крупинки сахара, и ничего жарить мы не будем. Сначала беру один спелый банан и разминаю его вилкой до однородности. Вбиваю одно яйцо и хорошо перемешиваю. Поставьте лайк, если тоже любите простые рецепты из обычных продуктов. А чтобы не потерять этот рецепт, подпишитесь на канал. Теперь добавляю обычный творог. Перемешиваю творог с банановой смесью до однородной массы. А теперь самый неожиданный ингредиент – рисовые хлебцы. Да, именно хлебцы. Ломаю их прямо в творожную массу, все снова перемешиваю и оставляю на 10 минут. За это время хлебцы станут мягкими, масса станет плотнее и будет хорошо держать форму. Ложкой выкладываю ее на пергаментную бумагу и формирую небольшие лепешки. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, режим конвекция. Готовятся они буквально 10-12 минут. Как только начинают слегка золотиться, сразу вынимаем. Даю немного остыть и подаю. Можно добавить мед, йогурт, сметану или любимое варенье. И вот что получилось. Мягкие банановые сырники без муки, без сахара и без жарки. Внутри они нежные, с легким банановым ароматом, хорошо держат форму и совсем не разваливаются. Напишите в комментариях, пробовали бы вы такой вариант с хлебцами вместо муки. Приятного аппетита!